Всем привет, дорогие наши друзья! Добро пожаловать на наш канал Ак Студио. Прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал. Сегодня у нас одна из ваших любимых рубрик – это ответы на ваши вопросы. И сегодня впервые мы решили ее сделать в формате интервью. То есть я буду задавать ваши вопросы нашим гостям, а они будут на них отвечать. Ну, я думаю, тут все понятно. Если вам понравится такая рубрика в виде интервью, то напишите об этом в комментариях. А сегодня у нас в гостях одни из ваших любимых персонажей. Это Мангл и Фокси. Итак, мы выбрали, на ваш взгляд, 6 самых интересных вопросов, на один из которых отвечу лично я. Итак, Мангл, первый вопрос тебе от нашего подписчика Сильвера. Будет ли продолжение анимации аниматроники в космосе? Всем привет, друзья! Да, очень хороший вопрос. Но мы попытаемся ответить на него как можно подробнее. Вообще, анимация аниматроники в космосе была создана как небольшая короткометражка без какого-либо сюжета и не как сериал с продолжением. И даже в этом видео говорили об этом, что только если вы сами захотите продолжение, то тогда оно будет. То есть, если бы видео набрало больше 100 тысяч просмотров, то, конечно же, мы сделали бы продолжение. У нас было много идей на эту тему, куда могли бы отправиться аниматроники. И аниматроники в космосе, и аниматроники на Луне, и аниматроники на отдыхе, и даже аниматроники на необитаемом острове. Но так как вам эта анимация особо не понравилась, то, скорее всего, продолжения не будет. А если и будет, то не скоро. Спасибо, Мангл, за такой подробный ответ. Да, все верно, друзья. Любая анимация на нашем канале зависит от вашего актива и просмотров. Если вы смотрите что-то чаще и больше, то та анимация и будет выходить чаще и быстрее. Так, ладно, Фокси, второй вопрос для тебя от Фоксара. Будут ли в сериале «Другая жизнь» аниматроники из FNAF+ и из других вселенных FNAF? Да-да-да, всем привет. Но это хороший вопрос. Не зря он попал в эту рубрику. Но как мы уже, возможно, когда-то говорили, сериал «Другая жизнь» — это сериал с безграничными возможностями, в котором вы можете встретить тех, даже кого не могли ожидать, так как в первую очередь это сериал про путешествия наших героев по мультивселенной, так что их может занести абсолютно куда угодно, и вообще пока неизвестно точно, куда они попадут и что с ними станет. Сейчас идет второй сезон, и они оказались во вселенной с Сиреноголовым. Далее будет третий сезон, на который у нас уже есть сюжет, но раскрывать мы его пока не будем. А уже дальше мы даже сами еще пока не придумали. Но я уверен, что будет очень интересно. Так что чисто теоретически, отвечая на ваш вопрос, то, конечно, наши герои вполне могут встретить аниматроников из FNAF+, и из других вселенных тоже. Но это будет в будущем, так что все, что нам вместе остается, это ждать продолжения и поддерживать нас. Ух ты! Я бы лучше и не смог сказать! Спасибо тебе, Фокси! Отлично! Итак, переходим к следующему вопросу от Let Me. Он спрашивает, что с фильмом «Противостояние»? Он уже в разработке? Что ты ответишь на этот вопрос, Мангл? Спасибо, Фредди, и спасибо, Let Me, за вопрос. Все правильно. В первую очередь верно сказано то, что это фильм, а не сериал. А чтобы сделать полнометражный фильм, нужно очень много времени и сил. И чтобы фильм вышел более или менее качественный, надо хорошо потрудиться. Да, мы говорили, что фильм выпустим в этом году, но, скорее всего, на это понадобится больше времени, чем предполагалось, так как у нас и так сейчас очень много проектов, над которыми мы постоянно работаем. Так что, по крайней мере, надо сначала завершить часть наших проектов в этом году, такие как сериал «Спрингтрап» и перезапуск первого и второго сезона «Новой жизни», а уже потом хорошенько приняться за работу над фильмом «Противостояние».
Поэтому фильм, если и выйдет, то скорее всего в следующем году. А сейчас он пока на стадии подготовки сценария, моделей и локаций. Спасибо, Мангл! Да, друзья, остается только ждать фильма «Противостояние». Но не переживайте, как только у нас появятся новости об этом, или мы начнем над ним работать, то обязательно сообщим вам об этом. Итак, переходим к 4-му вопросу, и он у нас от Ивана Рудовола. Итак, Фокси, он спрашивает, когда примерно выйдет сериал «Новая жизнь 2»? Ну, на этот вопрос мы как-то уже отвечали и говорили, что сериал выйдет в 2022 году. Но ответим на него еще раз более подробно. Как уже сказала Мангл, в первую очередь надо завершить часть наших проектов, а тогда уже начинать делать что-то новое. По нашим планам, опять же, если успеем. Мы завершим сериал Спрингтрап и первый сезон перезапуска «Новой жизни» к Новому году, и уже после этого сразу же начнем делать сериал «Новая жизнь 2». Но еще мы хотим сделать для вас небольшой подарок, то есть выпустить первую пилотную серию «Новой жизни 2» уже в этом году, скорее всего в октябре или в ноябре, а уже в новом году полностью приняться работать над этим сериалом. Что касается нового трейлера к этому сериалу, то если успеем и у нас будет свободное время, то мы его выпустим, а если нет, то сериал начнется без трейлера. Ну как-то так. Спасибо тебе большое, Фоксян, за ответ. Да, «Новая жизнь 2» будет обязательно, но мы пока не будем раскрывать все карты насчет того, кто там будет, какие аниматроники, из каких частей FNAF и прочее. Так как вы знаете, мы не любим спойлерить раньше времени. Просто запаситесь терпением и все узнаете. Итак, 5-й вопрос для тебя, Мангл, от FNAFец31. Он спрашивает, будут ли дальше выходить переделанные серии 1 и 2 сезона и будут ли переделываться другие сезоны сериала «Новая жизнь»? Спасибо за вопрос. Ну, естественно, 1 и 2 сезон будут дальше выходить на канале, пока мы полностью их не переделаем. Что касается 3-го и других сезонов, то с вероятностью 99% мы их переделывать не будем. Объясним. Во-первых, мы переделываем 1 и 2 сезон только потому, что первоначально эти сезоны были не с нашей анимацией, а были переведены с англоязычного канала от Ebiса FM. Старые воспоминания, и уже к концу 2 сезона мы начали делать свою анимацию. Только поэтому мы их и переделываем уже под свою анимацию, не особо меняя сюжет, чтобы не уходить от сценария сериала «Новая жизнь». Да и переделывать остальные сезоны не имеет смысла, так как зачем повторять одно и то же, немного улучшаю графику, тем более не особо вы смотрите эту переделку. Правильно, Мангл. Мы уже говорили в начале, что в первую очередь все зависит только от вас. Если мы видим, что вам это нравится и ролики набирают много просмотров, то, конечно же, мы бы переделали и остальные сезоны тоже. Но зачем делать то, что большая часть наших подписчиков даже не будут смотреть? А ведь для нас это большой труд и тратится очень много времени. Так что, все, что выходит на канале, напрямую зависит только от вас. Вы смотрите активно, мы делаем активно, и все. Итак, эту тему закрыли. Спасибо вам, Фокси и Мангл, за такое небольшое интервью. И то, что помогли ответить на несколько вопросов от подписчиков. Да, чуть не забыл. У нас есть еще один вопрос, на который отвечу лично я. Вопрос от Ивана Гришакова. Это наш очень давний подписчик, наш модератор, который очень активный в нашем сообществе Дискорда и в других соцсетях. У него сразу несколько вопросов. И первый вопрос: какие аниматроники будут еще появляться в летсплеях по FNAF? Да, как многие из вас знают, у нас недавно появился новый формат видео на канале, который раньше был на канале Axplay, где аниматроники играют в игры FNAF. Итак, какие аниматроники будут появляться? Ну, пока что мы будем добавлять разных аниматроников в эту рубрику. В первую очередь, самых популярных, на наш взгляд. Также тех, кого озвучивает сам Акс. Ну или тех, кого Акс раньше не озвучивал, но они могут появиться только с озвучкой Акса. Такие как Фокси, Марионетка, Спрингтрап и другие. Так что эти аниматроники точно будут. Также
Сам я, Фредди, буду проходить какую-нибудь ночь, какой-нибудь части игры. И другие виды, кошмары, фантомы и прочие. А уже потом будем смотреть, опять же, на то, какой аниматроник вам нравится больше, тот и будет появляться чаще. Второй вопрос. Будут ли появляться где-то еще Санс и Папирус, кроме сериала Springtrap? Скорее всего, нет. Они будут только в этом сериале, и их история закончится вместе с окончанием сериала Springtrap. Но кто знает, что будет, например, через год или два. Но на данный момент их история закончится в сериале Springtrap. Ну и на третий вопрос про аниматроников в космосе уже ответила Мангл в самом начале. Вот так вот, друзья. Надеюсь, мы ответили на самые важные для вас вопросы. И надеюсь, вам понравилось. Да, и кстати, напишите в комментариях, как вам такой формат ответов на вопросы в виде интервью. Если нравится, то будем делать в таком виде. Еще раз спасибо всем, кто задавал вопросы. Просим прощения у тех, чьи вопросы не попали в видео. Не переживайте, когда-нибудь и ваши вопросы попадут в эту рубрику. Еще раз просим вас поставить лайк и подписаться на канал. И ожидайте в скором времени третью серию второго сезона сериала «Другая жизнь». Еще увидимся. Всем пока!